друзья, очень много вопросов было по поводу прямых цветоносов. Вот таких прямых цветоносов. Хочу вам просто рассказать и объяснить, как получается у меня такие прямые, прямостоящие, красивые, как солдатики, цветоносы. Но сразу хочу сказать, я не люблю такие цветоносы. Вот не люблю, потому что действительно они стоят как солдатики. Мне больше нравятся вот такие. Вот как-то закрученные, как-то вниз повисающие. Ну, наряду с тем, что что-то получается ровным, что-то получается таким, оно смотрится, для меня это более эстетично смотрится. Кстати, вот хочу вам показать Дебору. Она вчера только расцвела. Мне эту орхидейку, у меня даже здесь написано, что мне ее подарили в марте 2018 года. Даже не подарили, а просто отдали. И как она цвела, естественно, хозяйка не знала. Она просто уезжала в другой город, везти не могла с собой орхидею. И сказала, ну, отдаю тебе, мне ее подарили на Новый год. Она была очень замороженная. Тот год был холодный, и несли ее без машины, просто в автобусе или в троллейбусе, откуда-то издалека. В общем, она начала практически уже погибать. И вот с 2018 года это первое ее цветение. И, как оказалось, это Дебора. Очень приятно, красивая, бархатная. Ну вот у нее цветоносик вот так висит. Но мне это очень нравится. Да, давайте теперь о прямо стоящих цветоносах, о вот этих, которые я вам показывала. Вот расцвела уже мой шанхайчик, 18-летняя моя орхидейка. Да, действительно, вот эти орхидеи, вот, кстати, кот стоит с двумя цветоносами, тоже тянется вверх. Вот эти орхидеи, у которых прямые цветоносы, они стоят под освещением или мини-фермер, или Марс-гидро. Я вам показывала и те, и другие лампы, и рассказывала, что у мини-фермера есть золотое освещение, это освещение, имитирующее солнечный свет, и белое освещение. Но по тому, как они сейчас растят цветоносы абсолютно вверх, они очень похожи. Есть небольшая разница, но одно чуть желтеньким, там есть красные светодиодики, а другое чисто там белые светодиоды. Но они такие же яркие и точно так же, как к солнечному свету тянутся эти цветоносы. Поэтому они вот такие, как солдатики. Марс-гидро там тоже, там вообще набор хороший светодиодов. И это тоже лампа, имитирующая солнечный свет. Но в Марс-гидро еще используются светодиоды ультрафиолетовые. Там вообще полная имитация. Она очень яркая, она светит у меня на всю комнату. Я это вам все показывала. Ссылочки на эти показы я вам оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео, все эти подсказочки. Поэтому, если интересно, пройдите, посмотрите, какие это лампы. А под Юнел таких цветоносов у меня не получается. Во-первых, они у меня низко висят, потому что освещения не хватает. Кстати, я вам тоже показывала, как измерить это освещение. Но это основное, то, что касается освещения. Там, да, там закручиваются еще вот так в бок ложатся, тянутся. Если стоят на окне, то тянутся не к Юнел лампе, а к освещенному окну и тоже туда ложатся. В общем, по-всякому бывает. Там нет, там, видимо, все-таки для роста хватает, а вот именно солнечного света там не хватает. Но хочу вам показать, всякое бывает. Всякое бывает, и это не обязательно зависит от света. Вот эта орхидея, вот Нарбона, сейчас я вам покажу. Она стоит под лампой мини-фермер. Посмотрите, какой у нее закрученный, интересный цветонос. И это уже... Да, сейчас как-то поверну, чтобы было видно его. Вот у нее какой закрученный цветонос. И это уже не зависит от цвета, а зависит от того, откуда выпустила цветонос орхидея. И она выпустила его вот из-под этого листа. И цветонос, он не пошел расти вот сюда. Вот. Если бы она его сюда закрутила, то вполне возможно он бы вырос и ровный. А она его продолжила растить под листом. И когда вышла на свет,
Она прямо постаралась потянуться туда. Вот такой красивый закрученный цветонос получился. Но мне нравится так. Поэтому я обычно не ставлю цветоносы. Я на палочках прикрепляю цветоносы только тогда, вот ставлю эти опоры, только тогда, когда, если у орхидеи распустилось очень много цветов и начинает клониться и ломаться, тогда я ставлю опору. А так я стараюсь даже опоры не подставлять. Но вот этот цветонос можно было сделать и прямым. Вот сейчас я его уже никак не могу выпрямить. Но есть один лайфхак, как можно выпрямить цветонос, если вам очень нравится. Но это нужно делать тогда, когда цветонос еще не такой вот огрубевший. Вот он уже как палочка. Его, если я сейчас начну как-то что-то с ним делать, я его обязательно сломаю. Цветонос должен быть маленький. Но у меня нет уже таких маленьких прямо малышек цветоносов. Вот, желательно сантиметров 10, не больше цветонос. Я вам покажу на другом, как выпрямить цветонос. Конечно, это нужно подставить палочку. Но как? Самое главное, как? Так, чтобы не сломать эти красивые цветоносы, я их сейчас отставлю подальше. То будет жалко, столько росли, и тут сломались. У меня есть вот такая растюшечка. Она, правда, уже тянет сюда. И что я вам хочу показать. Когда он молоденький, он такой еще податливый, мягкий. Не надо только свои цветоносы ломать вот так. Это надо действовать очень-очень аккуратно. Даже такой маленький цветонос можно сломать. Поэтому здесь мы очень-очень аккуратно делаем. Что мы делаем? Когда появился маленький цветонос, мы вставляем палочку. Смотрим, что там не повредить корни. Вставляем палочку так, как бы вам хотелось, чтобы рос этот цветонос. И у меня есть вот такая баночка. Когда я покупаю орхидеи, я никогда не выбрасываю вот эти прищепочки, которыми очень часто прикреплены цветоносы. И что мы делаем? Никогда вот в это междуузелье, наверное, вот так его можно назвать, я прищепку не вставляю. Вот так начинаем придерживать цветонос. Аккуратно, чтобы он не был зажат. Подбираем прищепочку. И по мере того, как он растет, он сейчас опять будет загибаться в ту сторону, которую ему хочется. Вот он подрос немножко. Берем его, сейчас я не буду этого делать, потому что он еще маленький. Берем следующую прищепочку, на него надеваем. И так надеваем прищепочки. Потом можно нижние прищепочки. Вот появится у вас 1, 2, 3 прищепочка. Нижнюю можно снимать, он уже там одеревенеет и будет стоять ровненько. Вот таким образом вы только можете выровнять цветоносы. Потому что если вы будете думать, что он наклонился к окну, и вы его начали переставлять в другую сторону, да, он может повернуться. Есть такие цветы, которые не реагируют на изменение освещения. И он продолжит хорошо расти дальше. А есть такие орхидеи, которые реагируют на малейший поворот света. Я вам уже рассказывала, что орхидея не может перемещаться, у нее нет функции локомоции. Поэтому она как прикрепилась к какому-то дереву, так и растет. Всегда солнышко справа налево или слева направо. Так что есть такие орхидеи, которые очень сильно на это среагируют, и может цветонос перестать расти. Поэтому, если вам хочется вот таких ровненьких цветоносов, делайте вот так. Только начинайте это делать тогда, когда орхидея растет еще маленький цветоносик. И потихонечку его выравниваете. И тогда у вас будет ровный цветоносик. Но помимо этого не забывайте, что все это нужно делать в комплексе. В комплексе чего? Для того, чтобы вырос такой хороший, толстый, у меня где-то есть прямо с палец толщиной цветоносы, нужно обязательно орхидею удобрять. Иначе у нее просто не хватает сил вырастить хороший толстый цветонос,
а еще и удержать свои цветы. Они тогда маленькие, хлипкие, и вот тогда нам приходится подставлять эти палочки в любом случае. А когда орхидея хорошо накормленная, ну, в смысле удобрениями, никакими там я стимуляторами или гормональными средствами никогда не пользуюсь. Только правильное удобрение. У меня очень много видео на эту тему. Цветоносы растут хорошие, сами умеют держать цветы, ну и под этим светом растут практически ровно. Хотя на подоконниках, там, где нет такого освещения, они делают все, что хотят. Ну, мне это тоже нравится. Обязательно растут вот с таким наклоном. Обязательно, когда расцветет легато, я вам покажу. Он именно с наклончиком растет. Мне это очень тоже нравится. Но легато бывает очень много цветов, а бывает мало. Когда много, я, естественно, его тоже поддерживаю. Так что никаких хитростей нет. Выращивайте цветы свои с любовью, правильно их удобряйте, и у вас тоже будут хорошие цветоносы, а еще сделайте их прямыми, так, как вам нравится. Надеюсь, что у вас все получится. До новых встреч! Увидимся на канале!